Дорогие зрители, сегодня поделюсь с вами рецептом очень вкусного капустного пирога с неимоверным слоеным тестом. Готовится пирог легко, просто из доступных продуктов. Сначала сделаем начинку. В капусту я еще добавляю грибы, но мне так больше нравится. Капустный пирог, конечно же, можно приготовить и без грибов. Грибы нарезаем слайсами и обжариваем на сухой сковороде. Когда с грибов испарилась вся влага, добавляем лук, нарезанный полукольцами либо четверть кольцами. Обжариваем на подсолнечном масле до мягкости лука. Затем добавляем тонко нарезанную капусту. Перемешиваем и томим несколько минут, пока капуста уляжется. Затем добавляем морковь, натертую на крупную терку. Перемешиваем и готовим до полуготовности овощей. Добавляем 2 столовые ложки томатного соуса, соль и перец по вкусу. Перемешиваем до объединения ингредиентов. Накрываем крышкой и готовим еще 5-10 минут до полной готовности овощей. Начинка готова, отставляем ее в сторону до полного остывания. Теперь приготовим тесто. Нам понадобится 160 грамм муки. 125 грамм холодного маргарина либо масла натираем на терку. Периодически маргарин обваливаем в муку, так легче натирать. Натертый маргарин с мукой перетираем в крошку. Я это делаю руками, но в принципе можно муку вместе с маргарином перебить в блендере и получится такая же крошка. Затем добавляем 100 грамм сметаны и щепотку соли. Все перемешиваем сначала ложкой, затем замешиваем тесто руками. Сначала тесто будет липкое, но муку добавлять не нужно. Тесто получается достаточно мягкое, но к рукам уже не липнет. Собираем тесто в мячик, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа. За это время тесто хорошо остыло и с ним теперь легко будет работать. Делим тесто на 2 части. Одну часть будем раскатывать, вторую часть пока ложим в холодильник. Поверхность обязательно припыляем мукой. Тесто нужно тонко раскатать по размеру своего противня. Чтобы тесто не прилипало к скалке, припыляем мукой. Оно очень мягкое, эластичное и легко раскатывается. Тесто получается очень тонкое, буквально пару миллиметров. Раскатанное тесто трудно переложить на противень, не разорвав его, поэтому слегка посыпаем мукой, навернули на скалку и переносим на противень и разворачиваем. Противень предварительно нужно смазать подсолнечным маслом. Затем на тесто выкладываем уже остывшую капусту. По краям теста я слеплять не буду, поэтому начинку выкладываю на всю поверхность. Чтобы пирог был более сочный и вкусный, сделаем заливку. Для этого нам понадобится 2 яйца, пол чайной ложки соли и щепотка перца. Все перемешиваем. Взбивать не нужно, просто перемешиваем, чтобы разбить структуру яиц. Сверху начинку заливаем яичной смесью. Ну и как же обойтись без сыра? Сверху посыпаем натертой моцареллой. Второй кусочек теста также тонко раскатываем. Аккуратно переносим с помощью скалки и накрываем тестом начинку. Расправляем и поправляем. Отправляем выпекаться пирог в разогретую духовку до 180 градусов, ориентировочно на 20-30 минут.
Готовый пирог будет красивого золотистого цвета. Края теста мы не защипывали, чтобы нарезанные кусочки со всех сторон были одинаковые. Остывший пирог нарезаем на порционные кусочки. А вы тем временем подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, и не забудьте поставить лайк этому видео. А я в свою очередь хочу поблагодарить свою подписчицу Оксану, которая поделилась со мной этим чудесным вкусным рецептом капустного пирога. Хочу заметить, что вкус пирога очень сильно зависит от вкуса начинки. Поэтому капусту тушите по своему вкусу. В нее можно добавить перчик, натертое яблочко. И пробуйте на соль, перец, если нужно, добавьте сахарку. И что интересное в этом пироге, это тесто, которое получается слоеное. Обязательно приготовьте такой пирог с капустой, он получается действительно очень вкусным. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!